Привет! Сегодня я ничего печатать не буду, а съезжу в одно из заброшенных зданий в поисках шабашек для своих будущих самоделок. Заодно покажу вам утопающий в зелени Норильск. Поехали! В моем велогараже несколько велосипедных колесных пар под разное дорожное покрытие, так что выберу более подходящий под асфальт. Включу автопилот и вперед в промзону. Конечно же, про утопающий в зелени Норильск я пошутил. На самом деле центр города очень красивый и чистый по сравнению с теми местами, где я сейчас еду. Мне очень нравятся индустриальные города. Норильск уже 15 лет мой любимый город. Это просто другая планета. Незаметно подобрался к медному заводу. Вот он, красавец, справа. Про технологическую цепочку производства вы и сами загуглите. По статистике в Норильске выплавлена каждая вторая тонна российской меди и каждая 40-я тонна в мире. Я, конечно, не ожидал такого. У меня за спиной плотная стена газа с медного завода. Я даже не знаю, как проехать через нее. Противогаз я не захватил. Я, конечно, попробую, но, наверное, придется вернуться за противогазом. Я очень пожалел, что поехал без противогаза через эту зловещую стену диоксида серы. Оставлю этот кусочек без комментариев и музыкального сопровождения. И там люди работают, представляете? Тут уже как повезет. Все зависит от розы ветров. Иногда выбросы диоксида серы накрывают город. У меня за спиной С1. Здесь добывается золото, платина, палладий и другие драгоценные металлы. Охраняется он как зона. Водичка в рядах. Да еще снимать нельзя, вон охранник на меня смотрит. Поправлюсь. Не добывают, а производят концентрацию этих металлов. После чего металлы платиновой группы отправляются на аффинаж на другие заводы, где химическим способом получают чистые платину, палладий, родий, иридий, золото, серебро и другие металлы. Нужно поскорее отъехать от завода. Даже на расстоянии нескольких километров диоксид серы все равно чувствуется. 7 километров как с куста. Вон они, брошенные здания. В общем-то, я на месте. Это огромный комплекс из нескольких зданий. Когда-то здесь были и радиорубка, и собственная АТС, и актовый зал. Наверное, в этих кабинетах комиссия во главе с комсоргом отчитывала прибуханных работяг, пойманных на рабочем месте, как меня когда-то. Я потратил почти 3 часа на обход всех этих зданий. Думаю, что до меня уже прошлись охотники за цветными металлами. Так что в этом комплексе я для себя особо ничего не нашел. С последнего этажа зданий я заметил более интересный объект. Может быть, там что-нибудь получится найти. Место оказалось более интересное и даже немножко жутковатое. Объект когда-то был обтянут колючей проволокой. Явно здесь что-то скрывали от посторонних глаз. По всей территории разбросаны электронные схемы годов, наверное, 70-х. В некоторых постройках видно, что здесь были какие-то лаборатории.
километрах. Всемирно известный разрыв солярки. Наверное, все вы знаете из новостей, какая экологическая катастрофа произошла в промзоне Норильска. Роспотребнадзор оценил ущерб экологии от разлива топлива в Норильске в 148 миллиардов рублей. Наверное, какой-нибудь чиновник прикупит себе островок в Таиланде. Сперва я хотел обойти это страшное здание, но переборов свой страх, я все-таки рискнул исследовать помещение. Здесь точно кто-то обитает. Посредине стоит печка-буржуйка. Повсюду висит чья-то одежда. В углу лежал свежий моток меди. Скорее всего, это охотники за цветными металлами. Оставлю эту находку хозяевам помещения. Нашел какую-то нычку бомжарскую. Сейчас посмотрим, что это такое. В этой хрени то ли какие-то пробирки, то ли капсулы железные. Что это такое? Хорошо, что я посмотрел, как называется эта штука. Надо погуглить. ДП-24 оказался комплектом индивидуальных дозиметров. А зеленый кейс – это войсковой прибор химической разведки. Ну, на сегодня поиски закончены. Спасибо бомжарам за такую прекрасную вещь. Бегом в лабораторию изучать, что это такое. Отмытые приборы оказались как новые. И это 70-го года выпуска. Вот что значит Made in Советский Союз. Я 2 дня изучал инструкции, каким местом пользоваться этими штуками. Обзоры 5-часовые я тоже не буду делать, а просто вкратце покажу, как эти приблуды работают. Например, вот это, набор для 5 человек, обеспечивает измерение индивидуальных экспозиционных доз гамма-излучения в диапазоне от 2 до 50 рентген. Давайте покажу, как он работает. Вот это и есть сам дозиметр. А вот эта большая штука – зарядное устройство к нему. Зарядному устройству требуется питание 3 вольта. Для работы блокинг генератора, который поднимает напряжение примерно до 110 вольт. Запитаю его от лабораторного БП. Откручиваю защитную крышку и вставляю в зарядное устройство. Смотрю в окуляр, где появилась подсветка. Потенциометром выставляю индикатор на 0. Чтобы снять показания, достаточно посмотреть в окуляр на свет. Вроде 0. Конечно же, я рискую, юзав этот аппарат. Кто знает, где что им мерили. Ну а сейчас рассмотрим вот этот зеленый подарок. ВПХР – это войсковой прибор химической разведки, предназначен для определения в воздухе боевых отравляющих веществ, таких как зарин, заман, синильной кислоты, хлорцина и другой гадости, которая убьет вас за считанные секунды. Принцип работы этого прибора очень прост. Выбираем индикаторную трубку, анализирующую воздух, прокачиваем насосом и через некоторое время смотрим, насколько изменился цвет химического вещества в капсуле, после чего сравниваем с образцами. Для некоторых измерительных ампул
Нужна только положительная температура. Для этого существует прибор для подогрева. Принцип работы очень прост. Вставляем химическую капсулу, протыкаем защитный барьер, после чего химическая реакция разогреет индикаторные трубки. И можно приступать к замеру. Еще у этой лаборатории есть противодымное устройство для фильтрации забора проб от посторонних примесей. Работает она вот так. И начинаем забирать пробу. Хотя за Рином, если долбанут, какая нахрен фильтрация? Да, сильные приборы. Боже упаси, применить их по назначению. На объекте, который я исследовал, у меня вышла широкоугольная камера из строя. Из-за этого такая тряска в видео. Что-то же вывело ее из строя. В связи с этим я заказал себе дозиметр. Теперь такие прогулки будут только с замером проб на радиационный фон. Я принял решение завтра на машине отвезти с приятелем эти ненужные приборы. Кто знает, какие замеры ими проводили. У нас очень короткое лето. Из-за этого надо насладиться наследием советских времен. Норильчане, пишите, куда еще можно сходить, пока снег не выпал. Вот так бывает. Поехал за одним, а нашел совершенно другое. Ну а на сегодня все. До встречи.